Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Цыганский пасьянс, неожиданности и сюрпризы. Давайте узнаем. Неожиданности и сюрпризы второй половины ноября. С чем это будет связано? И пасьянс у нас как раз событийный ряд и показывает. И дополним, что же для вас могут означать эти неожиданности и сюрпризы, мои дорогие тельцы, колоды Таро. Раскроем, к чему это все идет, или какой итог, что будет дальше. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы получите. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема, особенно вторая половина ноября, даже планетарно. Приглашаю всех на свой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео. Переходите, смотрите, читайте прогнозы. И до конца года у меня есть на сайте. Есть и на ноябрь. Именно планетарно, как влияет на каждый знак зодиака те или иные планетарные транзиты ноября. Итак, что же для вас, мои дорогие тельцы, расскажут карты? Деньги. Ну, как и получение денег или решение вопросов по части, к примеру, жилища. Это тоже где-то можно свести к деньгам. Или ваше имущество. Все то, что подразумевает под собой финансы, может быть, финансы крупные, в центре вашего внимания второй половины ноября. Или сами по себе, может быть, вопросы денег, получение денег. Может быть, и какие-то документы, и одновременно жилье. Очаг – это конкретно жилище, место вашего пребывания или близкие ваши вопросы семьи, вопросы вашей пары, вопросы ваших близких, родственников или родственники вашего партнера. Вот как и деньги, так и какое-то есть взаимодействие. У кого-то, правда, и планетарно-то ведь тоже так же, как и в конце года, так и с заходом на 2005, январь, февраль, даже март. В центре ваших интересов могут находиться вопросы жилья. Идем дальше. Что еще нам расскажут карты? И в принципе для вас, посмотрите, спокойное течение жизни. Какое-то знакомство может быть, между прочим, потому что, может быть, вы будете решать те или иные дела, задачи, которые по финансам, и есть какое-то знакомство. Мы можем познакомиться случайно, даже отправляясь решать какие-то злободневные темы насущные. Случайно увидеть человека, может быть, прежде вам известного, но вы давно не виделись. Или просто познакомиться, установить какие-то контакты совершенно новые. Но при всем при этом вот спокойное течение жизни вам как будто уже карта гарантирует. Значит, в целом какой-то ритм такой неспешный, когда вы все успеете сделать. Но выпадают цепи. И что это означает? В этом пасьянсе как раз цепи нам говорят о том, что это, как знаете, внутренние какие-то сомнения. Может быть, внутренние были переживания, внутренняя тяжесть, вот есть такое, да, эмоциональная. Ее не переложишь ни на что. Вроде как и объективных предпосылок нет. А вот бывает такое, что мы что-то чувствуем, и некоторый дискомфорт эмоциональный внутренний, вот он, тем не менее, во вторую половину ноября может быть. А у кого-то, правда, знакомство, какая-то встреча. Кот – это значит флирт, мои дорогие. И с учетом как раз у нас на пересечении вот этих двух рядов карт выпадают, как и новое знакомство. В этой колоде это называется лицо просто, да? В виде цыганки как раз изображена девушка. И флирт, правда? Новое знакомство, но такое, которое, может быть, цепи между ними как-то тяжеловато. Я должна сказать, новые знакомства у вас могут быть, если мы берем просто планеты, не наши расклады. Но тогда я тоже вам должна сказать, будьте аккуратны, совсем не обязательно, что новое знакомство будет многообещающим или с каким-то многообещающим продолжением.
Берегите себя тут в этом случае. Если как-то личная жизнь делает поворот именно в плане новых людей в вашей жизни, не будьте доверчивы, с чем-то важно не просчитаться. Я бы не сказала, что новым знакомым можно прямо полностью доверять. Но если мы говорим, что те люди, которые проверены, которых вы знали, или, может быть, встреча, да, с тем человеком, как я говорила, вы давно не виделись, или просто кто-то будет содействовать, к примеру, да, решить тот или иной вопрос по жилью, у кого-то банально проиграется, вы ремонт делаете, вам нужны специалисты, и кто-то вам будет помогать, или кому-то риэлтор будет помогать, может быть, вы покупаете, продаете взаимодействие и какой-то денежный вопрос одновременно. Но я должна еще сказать и прочная связь, поэтому это можно расценивать как помощь, или это можно расценивать, мои дорогие, когда у вас тут, смотрите, выпадает еще и корабль. Помимо того, что это как какой-то прогресс, возможности, при свече, при спокойном течении жизни, это исполнение желаний, или как одно желание, вот именно в пасьянсе, или как для кого-то из вас жизненно важные перемены. А для кого-то из вас, мои дорогие тельцы, дело идет даже к свадьбе. Венок, вот со всеми значениями, которые выпадают. Но мы совершенно разные, да? Вот эта прочная связь, посмотрите, как интересно, прочная связь и венок, и исполнение желаний, спокойное течение жизни. Я могу сказать, для кого-то волнение по части финансов как будто постепенно вас оставят. Или вы решите какой-то очень важный вопрос, может быть, закроете финансовый вопрос. Стабилизация, может быть, финансовых вопросов, в принципе, если таковые имеются, и имеются, опять же, диссонансы. Может быть, связано с документами, может быть, еще с какими-то делами, может быть, с переездами. Да, пожалуй, у каждого свое. Правда, мои дорогие, тут праздник намечается, что-то у вас очень приятно, доброе. Вот такой может быть для вас ноябрь. Но, тем не менее, если вот эта внутренняя тяжесть. Поэтому, знаете, вот у вас как будто все складывается неплохо. Но тельцу внутренне что-то может не нравиться. Вот я вижу именно так. Или вы бы хотели, может быть, как-то по-своему. Ну, вот это вот по-своему вам придется, если вы не хотите себе навредить, может быть, так немножко оставить в стороне, чтобы самому себе не помешать, правда? Тут вы можете даже важные согласования, опять же, сделать, потому что у вас еще и выпадает корона. И это может быть для кого-то связано как пересмотр соглашения, пересмотр договоров разных, пересмотр контрактов, перезаключение брачных контрактов. И это даже планетарно может быть. Поэтому где-то перекликаются какие-то важные согласования, как и по инстанциям, мои дорогие. Ну и когда вы остаетесь довольны, да правда. Почему праздник? Вот эта чаша, кубок, это праздник. А потому что победы, нам так и говорят. Вот так. Дай Бог, чтобы у вас все получилось, мои дорогие тельцы. Тут неожиданно у вас, правда, может получиться очень хорошо решить какой-то вопрос, как имущество, жилье, дом, место вашего пребывания, так и решить вопрос по финансам, может быть, по документам, может быть, и в личной жизни. Именно ваша личная история, которая подразумевает сразу в целом все вопросы благополучия. И по части вот этого всего, как какое-то соединение, красивый узор можете сделать, останетесь не просто довольны, когда и вы победитель, еще и праздник. Здорово, у кого-то праздник по бизнесу. Может быть и так. Какой-то прорыв. Может быть, ваша популярность. Такое тоже может происходить в ноябре. Ну, давайте узнаем. Неожиданности и сюрпризы. Неожиданности. С чем это связано? 3 карты. Как видит Таро. И если уж мы говорим про сюрпризы, пусть неожиданности, ну, какая-то внезапность, элемент внезапности, то как из минуса даже сделать плюс. Вот какой-то может быть сюрприз. Иногда ведь к нам приходит возможность совсем не так, как мы ее ждем. И что-то подобное у вас здесь может быть.
Скорее всего, именно по этой причине цепи выпадают. Карта любящего человека, но именно в этой колоде ожидания. То есть без ожидания не обойтись. Значит, какой-то вопрос, возможно, вы хотите решить быстрее, или каким-то своим маневром, или как-то вот вы хотите сделать по-своему. Может быть, и есть какой-то период, когда действительно придется ожидать. Но королева кубков – это карта любящего человека, или карта еще наши близкие, наши партнеры по браку, наша личная жизнь. И что символично, у вас выпадает костер тоже. Я сказала, это либо наши близкие, либо это вопросы жилья. И вот тут опять же нам повторяют четверка жезлов. И именно в этой колоде карт это карта праздник после победы. Вот у вас праздник выпал после победы. И это вообще карта якоря, карта уверенности, такого надежного баланса, как вы любите, мои дорогие. Поэтому я уверена, в ноябре как минимум один какой-то вопрос вы можете решить очень интересно, красиво. И будьте готовы, наверное, к тому, чтобы рассмотреть как минимум все варианты. И, может быть, не торопитесь настаивать на своем. Тут именно через сюрпризы к вам приходят победы, через неожиданности. И в Тельцы вы надеетесь сами на себя, вы люди работящие, поэтому доверяете тому, что вы заработали, или то, что вы видите, как плоды труда своего. А кто знает, тут какая-то либо помощь может быть, либо помощь, как знаете, назовите это высших сил, как стечение обстоятельств. Такое тоже может у вас происходить вторая половина ноября. Но опять же, не совсем в том ритме, как хотел бы этого телец, но оно того стоит. Вот где-то доверьтесь пространству, может быть, именно в ноябре. Контролируйте все, да, у вас получится все контролировать, спокойное течение жизни, но не отказаться от чего-то, вот я вижу именно такой момент. В этом, в первую очередь, неожиданности. Шестерка пентаклей нам еще раз подтверждает денежную тему. Само по себе получение денег, сам и период тоже благополучный, как построить карьеру, решить финансовые вопросы, закрыть, может быть, даже у кого-то в налоговой, да, такие документы серьезные оформить. Или, опять же, по недвижимости. Но, есть одно но по этой карте. Какова бы она ни была благополучная, это карта финансового благополучия или финансовой победы, как раз шестерка пентаклей. Обратите внимание, руки тянутся. И есть значение. Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. При всем при том, что как-то вам пространство, Вселенная словно помогает решать те или иные вопросы именно по части денег. Но вы их должны как-то очень продуманно тратить. Или конкретно не давать в долг. Или что-то просчитать наперед. Деньги будут. Вы часто люди широкой души. Может быть, захотите сделать какие-то такие подарки от широты своей души и от чистого сердца. А карта говорит больше о прижимистости какой-то или о том, что что-то у вас будет продолжаться, понимаете, в декабре. И деньги понадобятся сами. Поэтому в долг так точно не отдаем. По этой карте нам его неизвестно, когда вернут. А если вы кому-то помогаете, делайте это тоже аккуратно. Хорошо, каков же сюрприз? А вот правда, вам захочется спорить. Семерка жезлов – это карта, иногда ее называют соревнование. Но тут не совсем соревнование. И нам изображен молодой человек один с жезлом. А все остальные 6, они как будто прилетают к нему с другого пространства или с другой плоскости. И карта говорит о том, что ты отступи полшага назад, как минимум, подумай крепко, надо ли тебе во что-то ввязываться, с чем-то соглашаться, брать ли на себя обязательства. Мы где-то уже с вами об этом говорили. Либо участвовать в каком-то соперничестве, может быть и в конкурсе, кстати. Потому что по этой карте нам не обещают успеха. Мы можем в чем-то проучаствовать, а потом понимаем, что зря потратили время. Или мы кому-то что-то доказываем, как соперничество, а потом понимаем, овчинка выделки не стоила. Или мы никому ничего не доказали, только время потеряли и где-то нервы. Поэтому вот будьте внимательны. Может быть, это у кого-то через личную жизнь. Может быть,
В личной жизни вам что-то не нравится. Тоже вот вы чем-то недовольны или есть какой-то камень, пункт преткновения. Ну, тогда немножко так себя любить, мои дорогие. Быть в первую очередь к добрее к самому себе или к самой себе. И тогда вот это милосердие вам поможет, опять же, не наломать дров, не сделать каких-то ошибок. Может быть, чересчур активных действий. Что-то не сломать до того момента, как что-то случится прекрасное. Вот сказала бы так, не помешайте себе, правда. Ну, смотрите, как полярно, да, как сюрпризы. У вас есть возможность завершить какие-то внутренние страхи. Вверху вот неожиданность как раз вам дает, как открывает новые перспективы. 4 жезлов. Это как 4 столпа. Это уверенность в завтрашнем дне и в сегодняшнем. А внизу у нас как сюрприз 9 мечей. Вот по какой-то причине вы можете словно не видеть возможность, которую вам дает судьба. Пожалуй, я это как красной нитью проговорила через весь наш прогноз. И эта карта подтверждает. Всегда 9 мечей, карта внутренних страхов или ночного кошмара называется. У кого-то банально, может быть, бессонница, инсомния. Тогда нужно уделить самому себе внимание, милосердней быть, опять же. Если это хронические уже процессы, это происходит, может, месяц, есть смысл обратиться к специалисту. Для кого-то меньше работать или пересмотреть режим труда и отдыха, прогулки перед сном или новостей меньше перед сном смотреть, а то не заснем, да, наша жизнь очень турбулентная для всех, это правда. Поэтому, ну, тут чего бы это ни касалось, тут ведь может быть реально какой-то сложный вопрос, даже финансовый, или какая-то тема, которая, ну, вас не дает вам где-то расслабиться. И все же нам вот как раз возможность показывает эту самую, как, знаете, болевую точку закрыть раз и навсегда. У вас есть такая возможность в ноябре. Или, по крайней мере, сделать как минимум пару-тройку шагов в этом направлении именно к празднику после победы. И навсегда какие-то неурядицы, по крайней мере, в одном пункте вашей жизни свести к нулю. Это само по себе того стоит, но стоит, может быть, и себя где-то, ну, как бы не давать ход своим эмоциям чересчур. Тут как будто вот праздник намечается от начала до конца, но вот эти цепи, они вам о себе будут напоминать. Вот это тоже правда. Хорошо, еще одну карту откроем, это карта вас самих. И правда, несмотря на то, что полярность есть, да, по энергетике, это у нас Пентакли и Королева Кубков, это у нас чаша, эмоции. И тем не менее, Король Пентакли тоже часто означает человека, который наш близкий или наш супруг, супруга. Вот пара, я вот к чему веду. Может быть, это вы с вашим партнером в несколько разных энергиях. И мы здесь сейчас не берем гороскоп или энергетику именно каждого знака зодиака. Один больше как бы через чувства воспринимает эту жизнь, а другой большой материалист. И мы можем по-разному видеть, как решить тот или иной вопрос или проблему. Но, наверное, не это важное. Важное, когда мы вдвоем смотрим в одном направлении. Вот и вы будьте где-то внимательны. Здесь, как и по финансам, как и по дому, по жилищу, по документам, стабилизировать, в принципе, какую-то ситуацию, когда вы более чем останетесь довольны. Для вас будет очень важно, мои дорогие тельцы, ну, где-то до конца года стабилизировать именно некоторые свои позиции, потому что следующий 2025 год – это возможность преувеличить многократно свои заработки или организовать у кого-то, может быть, и бизнес, или по вашему творчеству добиться какой-то головокружительной популярности, переехать куда-то далеко, поменять место жительства, улучшить, иными словами. Да, не перечислить, наверное, всего. Но некоторая база, она уже идет в конце 2024 года. Ладно, давайте посмотрим, к чему же все идет. Что дальше? Достанем карту. Что дальше? Ну вот выход из лабиринта вы какой-то должны найти. Туз мечей – однозначное решение.
не может быть вашим и нашим. Не может быть что-то двойственное. И вот, может быть, вам нужно подвести как раз итог, чтобы вот эта девятка мечей закончилась. Потому что это мы как могли блуждать долгое время по лабиринту. А теперь уже у вас как раз до конца ноября будет совершенно определен какой-то выход или целенаправленные действия. Твердое решение. Но я больше карт не тяну. Десятка кубков. Что может быть лучше? Можно расценивать как итоговую, опять же, карту десятка по максимуму благополучия. Но и семья нам изображена. Безусловно, 10 кубков – это и любовь, и взаимопонимание, внимание близких к нашим персонам, и наша где-то помощь их. Взаимодействие в целом такое очень доброе, радушное, искренне, мои дорогие. Ну и понятно, финансовая сторона вопроса тоже проходит по этой карте само по себе дважды благополучие. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.